Всем привет! Я Анна Оськина и продолжаем неделю Хэллоуина. И сегодня я покажу, как сделать посуду к этому празднику. Классные разноцветные тарелочки со страшными рисунками. У нас уже есть кексы, но их лучше куда-то поставить. И тарелочки как нельзя кстати. И многие заметили это в комментариях и попросили сделать посуду. А в следующих видео вы увидите хэллоуинский торт и жуткие напитки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Страшный уголок наполняется новыми вещичками. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. А в конце вас ждет розыгрыш. Но переходим же скорее к мастер-классу. Свои тарелочки я буду делать черного, белого и оранжевого цветов из полимерной глины Фима. Для изготовления самой тарелки мне понадобится лампочка и круглая форма. Это может быть металлическая форма, либо какая-нибудь крышечка или колпачок. Раскатываю пласт белого цвета толщиной примерно 1,5–2 мм. И этот пласт накладываю сверху на лампочку. Хорошенечко прижимаю, чтобы пластика прямо плотно-плотно прилегала к лампочке. Разглаживаю, чтобы не было отпечатков пальцев. И очень аккуратно вырезаю формочкой. Прицеливаюсь, чтобы форма вырезала прямо посередине, чтобы не было скоса в одну или в другую сторону. Убираю пластику по бокам, у меня остается форма тарелки. Делаю донышко, просто прижимаю тарелочку к рабочей поверхности и можно запекать. Я сделала тарелочки разных цветов, все уложила в духовку и прямо вот так на лампочках запекаю. Поставила в холодную духовку, лампочки в духовке разогрелись, и после выпекания лампочки остыли в духовке. С ними ничего там не случится. Когда лампочки остыли, достаю их из духовки и снимаю аккуратненько все тарелочки. Если тарелка плотно прилипла к лампочке, то поддеваю ее лезвием. Но после вырезания формой у тарелочек получился не очень ровный край. И мне хочется его сделать более ровным, аккуратным и гладким. Поэтому я шлифую края тарелки пилочкой для ногтей. Подравниваю все тарелочки и после этого протираю влажными салфетками, чтобы убрать пыль. Перед раскрашиванием тарелочек обезжириваю их жидкостью для снятия лака. Наношу жидкость на ватный диск и хорошенечко протираю тарелки с нажимом. И когда тарелки высохнут, можно наносить рисунок. На черную тарелку я наношу рисунок белого цвета, а на оранжевый и белый – черного. Белой акриловой краской и тоненькой кисточкой рисую форму привидения. Аккуратно заполняю весь рисунок белой краской. Пришлось нанести акриловую краску в 2 слоя. Жду, когда краска высохнет, и ручкой с водостойкими чернилами рисую глаза и рот привидения. На оранжевой тарелке я рисую сразу ручкой с водостойкими чернилами. Почему я использую именно водостойкие чернила? Потому что затем я буду покрывать тарелки глянцевым лаком, чтобы они были гладкие и блестящие. А если чернила будут не водостойкие, то они просто расплывутся и весь рисунок смажется. Такие чернила и такие ручки продаются в художественном магазине. Здесь вы можете нарисовать любые, какие вам только захочется рисунки. Это могут быть страшные мордочки, либо какие-то паутинки, летучие мыши, дома с привидениями, в общем, все, что вы захотите. На черной тарелочке акриловой краской я рисую паутинку. На еще одной оранжевой тарелочке летящие летучие мышки. Побольше, большая впереди и поменьше сзади. Либо это большая мышь и мышата. Также на полимерной глине можно рисовать обычным простым карандашом. И потом карандаш стирается стирательной резинкой. Если вы сомневаетесь, если вы сразу боитесь рисовать ручками или красками, то можно сделать эскиз карандашом. Например, я написала Happy Halloween и нарисовала домик сначала простым карандашом, а затем просто закрашиваю ручкой. С карандашом намного проще. Вот такая тарелочка получается.
На этой же тарелке я нарисовала паучка, а сверху уже рисую паутину, а затем уже, когда полностью нарисовала всю паутинку тоненькой ручкой, жирненько обвожу паука, чтобы он выделялся на фоне этой паутины. Вот такие тарелочки у меня получились. Их все я покрываю глянцевым лаком, чтобы они были блестящие и глянцевые и, в общем, классные. В результате у меня получается классный набор тарелок для Хэллоуина, на который можно положить все что угодно. Можно поставить хэллоуинский тортик, можно положить кексики, можно печенье сделать, можно какие-то пирожные, еще какие-то блюда страшные, я не знаю, вырванные глаза. В общем, все, что хотите. И что мы будем делать в следующих мастер-классах, то есть какие-то страшные штучки, какую-то страшную еду, которую уже можно будет положить на тарелки. Как правильно заметила одна подписчица, что же они все без тарелок едят? Конечно же, им нужны тарелки. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился, и вы сможете сделать свои собственные жуткие тарелочки. Либо можно нарисовать и какой-то милый рисунок и сделать милые тарелочки, как вам только понравится. И переходим к розыгрышу. Сегодня будет разыгрываться 3 набора полимерной глины по 2 штучки. Я выбрала цвета, подходящие нам по теме. Условия участия очень простые. Первое – быть моим подписчиком, ведь это подарок для вас. Если еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. Второе – поставить лайк этому видео. И третье – написать любой комментарий. Ведь победитель будет выбран программой выбора случайного комментария. И ровно 31 октября в Хэллоуин я объявлю победителей этого мини-розыгрыша в своей группе ВКонтакте, поэтому обязательно проверяйте. А если выиграли, то обязательно мне пишите об этом. Присылайте комментарии до 31 октября. И желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого прекрасного настроения. До новой встречи уже завтра!